Доброго времени! С вами Видогор. Сегодня мы поговорим о жертвах и мучениках. Наверняка вы знаете людей, кто любит играть в жертву или мученика. Часто они сами не осознают это, и их жизнь никак нельзя назвать радостной и счастливой. Жертвы постоянно притягивают к себе различные несчастья. Часто это люди, в которых глубоко засел какой-то комплекс вины, и они постоянно притягивают себе наказание. Они не ценят себя и позволяют вовлечь в плохие отношения. Мученики жалуются и стенают, но им невозможно помочь. Они высосут из вас всю энергию так, что вы останетесь опустошенным, но продолжат страдать. Мученики делают все возможное, чтобы получить вашу жалость и внимание. И я знаю огромное количество мучеников и жертв, примеры вполне реальны. Например, женщина постоянно жалуется на здоровье и в самом деле много болеет, поглощая пару десятков таблеток в день. Ей очень жаль себя, и она даже не выходит на прогулку неделями, не говоря о самой минимальной физической активности. Женщина постоянно обвиняет сына в невнимании и плохом отношении к ней. В результате у него окончательно пропадает желание с ней общаться. Девушка живет с мужчиной, который не работает и не помогает по хозяйству, и даже поднимает на нее руку. Девушка встречается с парнем, который женится на другой. Ей так страшно остаться одной, что она становится его любовницей. Мужчина убежден, что кругом одни жулики и воры, которые процветают, а он вынужден из-за своей честности еле сводить концы с концами. И этот список примеров можно приводить до бесконечности. Но вот что интересно, в каждом из нас таится и мученик, и жертва. Возможно, мы не даем им волю, а возможно, мы просто себе в этом не признаемся. А вы замечали в себе такие признаки? Или, может, знаете таких людей? На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Видогор. Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент мне неизвестно сильнее и результативнее энергии наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками. Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомир.